Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Успешные совместные действия российских войск, подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик наносят критические потери вооруженным силам Украины. В результате удара ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покатиловка Харьковской области уничтожено более 100 украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наемников все чаще становятся причиной дружественного огня. Так, минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады. Похожий случай произошел в 28-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, где иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. В результате 4 военнослужащих погибли на месте, 3 получили ранения. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. 27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировки войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода нефункционирующем торговом центре. Также в ВКС России за сутки уничтожены 2 пункта управления в районе Спорной Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 28 районах на Луганском и Донецком направлении. В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены 4 украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Ленинская, Селидово, Дзержинск, обстреливавших населенные пункты Донецкой Народной Республики, а также 2 артиллерийских взвода в районах Кирова, Донецкой Народной Республики и Зайчковская, Николаевской области. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живая сила и военная техника в 304 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 3 самолета Су-25 и 1 вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Первомайска Николаевской области. Также уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дебровная, Шевченково, Дементьевка, Дмитровка Харьковской области, Еленовка, Луганская, Троицкая, Донецкой Народной Республики, Лоскутовка, Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачено 7 украинских баллистических ракет .У в районах Стаханов, Алчевск, Лазовский, Луганской Народной Республики и 10 реактивных снарядов системы залпового огня в районах Сухая Каменка, Терновая Харьковской области, Донецкая, Синоватая, Троицкая и западные окраины Авдеевки Донецкой Народной Республики. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 218 самолетов, 133 вертолета, 1382 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3837 танков и других боевых бронированных машин, 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3037 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3889 единиц специальной военной автомобильной техники.